Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на третью декаду ноября для знака зодиака Лев. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает львов в период с 20 по 30 ноября. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим советы от Таро, от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Львы, третья декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви? Первая карта, у кого она есть, любовь или отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. И что у вас будет происходить в конце этих 10 дней. Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность. Львы, третья декада ноября. Так, сейчас я чуть-чуть подвину. Вот как сюрприз, неожиданность, здесь карты могут показывать, что у кого-то здесь выход на пенсию, но вы полны активности, у вас есть какие-то планы. Кому-то здесь нужно будет сделать судьбоносный выбор. По карте Лилия карта говорит, нужно подходить спокойно, размеренно, не торопиться, может быть, с кем-то посоветоваться. Это могут быть ваши родители или какой-то специалист. У кого-то здесь приход к вере. Вот эти карты показывают об очень большом осознании и духовном росте. Лилия — это или ваше стремление, или, может быть, под управлением какого-то гуру, наставника. Я хочу посмотреть, по поводу чего у вас крест. Еще вот эти карты могут показывать какие-то очень тягостные сомнения, мучительный выбор чего-то. Но по кресту, как правило, это судьбоносный выбор. Сад. У кого-то может быть здесь желание уехать куда-то в другую страну. Сад — это может быть какое-то сообщество. Но опять же, это может быть и какое-то духовное сообщество, какая-то группа, к которой вы сейчас присоединились. Ну или присоединитесь в третьей декаде ноября. Может быть, это какие-то группы по медитациям, занятия духовными практиками. Но по Лилии всегда это повышение вибраций. Да, как сюрприз. Может быть, это не для всех. Или у кого-то здесь мучительный выбор переехать в какое-то другое сообщество. Это может быть другая страна, потому что в совет предупреждения ложится карта иммиграции. Хорошо, сюрприз, наверное, не для всех проигрывается. Сейчас весь мир стоит вот на этой развилке. Или поддаться вот этим манипуляциям, страху, негативу, или все-таки повышать свои вибрации и избавляться от этих негативных мыслей, запугивания, ну и, конечно, от низковибрационного страха. Потому что вот этот духовный рост принесет в вашу жизнь гармонию, покой и стабильность. Именно эмоционального фона. Хорошо, в начале этих 10 дней у вас ложится тройка жезлов. Тройка жезлов — это карта расширения. Это может быть очень много общения, коммуникаций, может быть через интернет. Также здесь видно, что человек стоит, он все обдумал, он к чему-то подготовился, но он что-то ждет. Кто-то, может быть, ждет какой-то поездки. Потому что и в конце ноября у нас восьмерка — это
уход от чего-то. Ну, уход может быть от негативных мыслей, а может быть это какая-то дорога. И в совет тоже предупреждение ложится рыцарь жезлов. То есть как бы карта показывает чемоданное настроение, вот человек что-то ждет. Может быть, вы ждете какого-то звонка, приглашения. Может быть, вы ждете документов, которые помогут вам отправиться в дорогу. Еще тройка — это когда мы расширяем свою клиентскую базу по работе. У нас появляется очень много новых контактов, заказчиков, коммуникаций. Также это карта расширения бизнеса, например. Ну, мы занимаемся каким-то одним бизнесом, мы начинаем выходить на другие платформы, например, на просторы интернета. Еще карта показывает, вот здесь для тех, кто в отношениях и в браке, тут тоже вот шестерка. Может быть, это покупка, например, недвижимости, там, участок земли, там, где вы сможете построить дом. Или, может быть, вы будете увеличивать там квартиру, перепланировку делать. Или, может быть, рядом какая-то квартира освободилась, и вы ее купите. Или пристройка какая-то в доме. По работе это может быть продвижение по службе. Или если это ваш бизнес, как я сказала, это может быть еще какие-то направления открывать. То есть не чем-то одним заниматься, а несколько вариантов. Может быть, открывать разные точки сбыта. Ну, карта всегда несет рост, увеличение, успешная реализация задуманного, какие-то позитивные результаты. Для тех, кто в отношениях или в браке, шестерка. Шестерка всегда говорит о переменах. Это может быть переезд, смена места жительства. Может быть, вы будете покупать что-то, продавать, то есть где-то перемещаться. Кто-то может куда-то уезжать. Может быть, это отпуск. Может быть, вы поедете кого-то проведывать. Но еще, конечно, по отношениям это может быть уходить из одних отношений, может быть в другие, а может быть просто расставание. По кресту это что-то завершается. Вы долго стояли перед выбором, но приняли это решение. Потому что и в конце ноября это тоже может быть уход из отношений. Восьмерка говорит о эмоциональном выгорании, когда мы разочаровались в семейных, любовных делах или разочаровались в партнере-партнерше. Может быть, конечно, восьмерка показывает и притирка характеров, когда мы преодолеваем вот это вот, когда сильные личности, через терпение и такт. Ну, давайте шестерку уточним. Куда вы здесь отправляетесь? Кто-то реально переезжает. Десятка — это большая физическая нагрузка. Это собрать вещи, это их перевести, это потом их опять расставить. Вот опять эта развилка у вас, как и здесь. Еще по десятке это могут быть очень сложные отношения. Это когда, например, женщина тянет на себе и семью, и мужа, который лежит на диване, и думает, что да, это, наверное, мой крест. Это очень тяжелые отношения. Еще вот десятка может говорить, что человек устал от этих отношений, но все равно вот двойка. Что-то вас держит. Может быть, это брак, может быть, есть дети. Может быть, вам просто уйти некуда. Потому что двойка — это сомнение, стоит или не стоит оставаться в этих отношениях. Здесь может быть уже недоверие, а может быть вот опять развилка, может быть выбор. Смотрите, у нас сейчас коридор затмений. Вот крест и говорит, если вы здесь какие-то отношения закончите, сделаете выбор в пользу кого-то, то вернуться в старые отношения вы уже не сможете. Это уже будет бесповоротно. Может быть, это вас и останавливает, смущает. Но все равно здесь какое-то движение. Да, восьмерка может показывать переезд. Может быть, кому-то нужно уезжать, например, на заработки. Другой город, другая страна. Смущает вас, что получится, не получится. Потом, как я оставлю семью. Десятка, может быть, говорит, что очень много каких-то кредитных обязательств, но их надо платить, а работы, например, нет. Потому что для тех, кто работает, здесь вот тоже ваша карта, и человек показывает на земной шар. Может быть, вы принимаете это решение уезжать, хотя вам, судя по всему, не очень хочется. Это может быть перелет на самолете.
Почему и в совет предупреждения карта говорит, надо ехать, надо отправляться в дорогу, если вы реально чувствуете, что здесь вы не можете заработать. Вот тогда тройка говорит, что человек ждет каких-то документов. Или ждете, когда откроются границы. Или, ну, мало ли, тут все могут по-разному что-то ждать. Но вот в конце ноября какая-то дорога у вас состоится. Кто-то, может быть, реально переезжает. Но в любом случае здесь или дорогу показывают, или какой-то выбор. Хорошо. Для тех, кто в поиске любви, ну, здесь пятерка пентаклей. Ну, во-первых, это кризис личности. Это может быть заниженная самооценка. Как правило, пятерка говорит, что, может быть, были какие-то отношения, человек вас, может быть, не ценил. Или внушил, что вы недостойны любви. Вот тогда по восьмерке это нужно менять свое мировоззрение, менять свое отношение к самому или к самой себе в первую очередь. Давайте вам совет получим. Совет. Менять надо вот эти узкие рамки, которые вы себе поставили, вот эти ограничения. Или, может быть, вы сейчас вот по башне это самозакрытие. То есть я себя запечатал в эту башню. Может быть, вы не общаетесь ни с кем сейчас. Но рушить надо вот эти темницы. Сами вы их выстроили или кто-то вам это внушил. Менять надо в первую очередь свое мировоззрение. Ну, вы закрыты, да. Вы сейчас закрыты. Вот огородились этими жезлами. Это абонент недоступен. И вы никого к себе подпустить не хотите. Что у нас на дне-то? А на дне у нас туз кубков. Но тут надо убрать вот эту войну внутри себя. И разочарование, да. Ну, кто-то манипулировал, не знаю. Не надо поддаваться. Может быть, вообще был не ваш человек. Да, здесь нужно общаться больше. Вот по тройке жезлов нужно общаться. Может быть, вот здесь вот заняться каким-то хобби. То, что вот вы любите. Может быть, какой-то вот присоединиться к группе по интересам. И там вы можете познакомиться. Ну, а в таком состоянии, конечно, к вам никто не подойдет. Девятка. Тут я боюсь опять наступить на одни и те же грабли. Вот меня кто-то предал, меня кто-то, может быть, бросил, обманул. Это вот уже сопротивление внутреннее, боятся уже провала. А отношений-то еще пока и не видно. Вот восьмерка говорит, нужно работать над своими эмоциями, своим мировоззрением и постараться понять, что ну не все люди плохие. Совет, может быть, даже карта говорит, куда-то переехать или хотя бы съездить, отвлечься. Хорошо, для тех, кто работает, ложится ваша карта. Я говорю, здесь король жезлов показывает на земной шар. Может быть, кто-то планирует уезжать на заработки. Может быть, это какая-то длительная командировка. Ну а так, если карта показывает именно вас, даже если меня женщины смотрят, то карта говорит, что, скорее всего, вы занимаетесь или каким-то своим делом, бизнесом, или вы занимаете руководящий пост. Здесь может быть осваивание каких-то новых технологий, направлений. Как вы в работе, в бизнесе проявляете креатив, смекалку. Вы любите здоровое соперничество, конкуренцию. Может быть, если вы на кого-то работаете, здесь у вас жаркие споры, но это не конфликты, а именно вот диспуты. Ну и в то же время король жезлов – это человек, который умеет руководить людьми. Ну, давайте мы уточним. Ух ты, у нас еще король мечей. Может быть, у вас бизнес-партнерство с кем-то? Или показывает, что работа у вас связана. Вы носите форму оружия. Или, может быть, работаете с металлом. Преподаватель, может быть, врач, хирург. Или здесь есть человек. Так, вот тут тоже у нас развилка, да? Давайте посмотрим, что у нас с этим королем-то. Здесь есть какие-то ограничения. Но король жезлов ограничения не потерпит. Ограничения могут быть в чем? Вы не можете себя там показать, все, на что вы способны. То есть вот король мечей – это может быть ваш начальник, это может быть бизнес-партнер, это могут быть какие-то проверяющие.
которые вносят ограничения в вашу работу. Это может быть еще место, где вы находитесь, тоже вас ограничивает. Почему в совет карта и говорит: может быть, надо выбрать или новое направление, или надо уезжать. Для тех, кто ищет работу, ложится старший аркан справедливость. Но в первую очередь это может быть заключение договора, может быть это трудовой договор, то есть вы найдете работу. Может быть, работа будет связана с переездами, поездками, ну, там, может быть, логистика, доставка. Также карта говорит, что вы можете получить какие-то документы, которые открывают перед вами дороги. Это что-то официальное. Ну, например, визы, приглашение на работу. Еще здесь у женщины в руках весы. Весы говорят, если вы сейчас хотите что-то начать, значит, вы должны взвесить свои возможности, свои желания, ресурсы, и только после этого принимать это решение. То есть начинать какой-то проект, бизнес, но брать ответственность за это решение на себя. То есть ни на кого его не перекладывать. Туз может показывать зарождение какого-то нового проекта или какая-то радостная новость, которая позволит вам уехать. Но все-таки восьмерка говорит, если вы люди семейные, может быть, поедет кто-то один. Что-то он сзади себя оставляет. Конечно, это может быть еще и работа где-то в другом городе, например. Не обязательно это другая страна. То есть вы где-то нашли работу, и вам нужно куда-то уехать. Давайте мы справедливость уточним. Что у нас значит? У нас семерка — это мечты, грезы, желания. И вот эта мечта у вас исполняется, о чем вы думали. Но я говорю, здесь или заключение трудового договора, или, может быть, создание тандема, бизнес-партнерства. Может быть, с кем-то. Или, например, все-таки приглашение куда-то поехать. Здесь еще может быть для того, чтобы начать какой-то бизнес ваш, может быть какая-то сделка. Например, вы купите какое-то, может быть, помещение. Там, не знаю, может быть, вы руками что-то делаете, там купите мастерскую или купите офис. Потому что, я бы сказала, тут может быть заключение аренды, но все-таки здесь справедливость. Тут какие-то юридические документы. Но в любом случае тут какие-то подвижки. Финансы. Ну, уже Паж Пентаклей говорит о получении прибыли. Может быть, не такая большая, но все-таки деньги придут. Может быть, здесь детские. Кто-то будет тратиться, вот покупка участка земли. Может быть, земля или, может быть, какая-то дача. Все-таки это Паж. То есть это что-то вы купите, куда еще требуются большие вложения. Также это тратится на обучение детей, на свое обучение. Но еще Паж всегда говорит о помощи. Это может быть от кого-то материальная помощь. Кто-то, может быть, на работе получит повышение или какую-то небольшую премию. Или это еще карта показывает денежные переводы. Вот, может быть, вы что-то отправили куда-то, может быть, через интернет и получили свою прибыль. Ну, а в конце этих 10 дней у вас, вообще в конце ноября у вас ложится восьмерка, и в совет еще рыцарь. Кто-то здесь уезжает в какую-то дорогу. Это может быть дорога командировка или может быть дорога на заработки. Давайте мы восьмерочку уточним. Конечно, это вот, если люди пришли к вере, к духовному росту, это оставлять позади себя какие-то старые паттерны, негативные мысли. То есть это вот, то есть у нас восьмерка всегда переходит в девятку, а это карта наполнения. А мы из восьмерки переходим в десятку. Так, кто-то здесь переезжает, меняет место жительства. Кто-то, может быть, уходить с одной работы на другую. Может быть, получили приглашение от какого-то коллектива или частный бизнес, например. Но здесь вам и работа будет нравиться, и коллектив. И с этой командой вы можете добиться хороших успехов. Но все-таки здесь восьмерка. Да, это мы или меняем вообще сферу деятельности, или мы куда-то уезжаем.
Кто-то, может быть, да, мы тут смотрели, шестерка была, может быть, кто-то всей семьей в отпуск поедет. Но как-то очень странно, почему восьмерка. Нет, здесь, наверное, все-таки не отпуск. Тут может быть реально переезд, но очень энергозатратно будет. Но что бы у вас здесь ни было, все равно это будет к лучшему. Потому что десятка кубков – это счастье, это радость, это гармония в семье, стабильность и благополучие, именно эмоциональное. И в настоящем вашего дома, вашей семьи, и в будущем. Конечно, если бы не восьмерка, я бы сказала, у кого-то здесь может быть и свадьба, у кого-то может быть зачатие, рождение малыша. Но здесь больше перемещения. То есть у вас эта десятка, смотрите, перешла в туз. Вообще это вот крест, да, это смена одного этапа нашей жизни и начало другого. Или у кого-то здесь реально иммиграция. Вот дорога и все. И у нас сад лег, это комьюнити, да, это другая страна. Так, хорошо. Давайте мы получим для вас советы. Совет для львов. 3 декада ноября. Совет от Веканского оракула. Так, это карта дуб, перевернутая. Сейчас. Что-то, что вы считали долгим и прочным, оказалось намного более скоротечным, чем бы вам того хотелось. В этом нет ничьей вины, такова природа этой ситуации. Просто отпустите ее. Хорошо. И давайте еще получим совет от оракула королевы Луны, Львы. 3 декада ноября. Пис. Пис — это мир. И здесь человек занимается... Господи, что ж такое-то? И здесь человек занимается духовными практиками. И эти духовные практики приводят его в гармонию и баланс и внутри человека, и вокруг него. Здесь самое главное, карта говорит, приведите в баланс и в гармонию свои мысли. Откажитесь от каких-то конфликтов, откажитесь от драмы. То есть не драматизируйте какие-то ситуации, которые происходят сейчас в мире, вокруг вас. Не попадайте под эту истерию страха. Перестаньте бороться, дайте себе сейчас отдохнуть и восстановить вот этот внутренний баланс. Потому что когда мы отпускаем то, что нам больше не нужно, мы освобождаем место для спокойствия, мира и гармонии. Такой вам совет. И давайте посмотрим маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, львам на их вопрос «да» или «нет» на 3 декаду ноября. Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего вам хорошего. До свидания.